Добро пожаловать на канал Много Денег. В этом видео ты узнаешь, что ты получишь в нашей команде, если станешь частью нашей команды, если присоединишься к нам. И также покажу наш инструмент, как по нему работать, как по нему отрабатывать сделочки. Что ты получишь? Во-первых, ты получаешь нашего бота Oracle. Oracle — это наш бот-предсказатель, который предсказывает направление сделок. Это не какая-то там монетка, подкидывание монетки, это реальный бот на основе сложных алгоритмов, который определяет уровни поддержки, ищет сопротивление, который ищет разворотные паттерны и который как раз таки с помощью них подтверждает направление движения сделок. Плюс есть сложная формула по экстраполяции Фурье. То есть, что это такое? Это бот старается предсказать некое будущее, некие будущие свечи, то есть которые будут на этом графике, для того, чтобы именно закрываться в плюс. Далее, у нас есть также бот MACD. Можно зайти в эту веточку, и вот так вот у нас отрабатывают сигналы. То есть закрываются с первого, там где-то со второго раза, бывают крестики. Но боты стараются искать самые лучшие ситуации для входа в сделки. Разница двух ботов у нас в том, что бот MACD конкретно входит в сделки моментально. То есть, к примеру, пришел сигнал какой-то. К примеру, пока что нет сигнала, давайте покажу на текущем. К примеру, пришел сигнал, видим, 20 минут, и бот говорит 20 минут открыться на понижение. Это значит, что в момент прихода сигнала нужно сразу же открыться. Либо использовать вот такой инструмент, то есть сразу открываемся по таймеру, либо используем такой инструмент флажочек. То есть, к примеру, мы опоздали на график, вот, пришла сделочка, бот открылся моментально, как только увидел эту сделку. Переходим. То есть бот открылся на понижение в момент открытия текущей свечи, то есть здесь. А я давайте откроюсь на $300 чуть выше, чем точка была открытия. Давайте покажу наглядно. Бот открылся здесь на понижение. Я открылся, соответственно, выше, потому что открылся по флажку. Но закроемся мы с ботом одновременно, потому что открылся по флажку. То есть я открылся, видим, таймер совпадает, таймер свечи совпадает с моим таймером сделки. То есть я открылся одновременно. То есть таким образом можно отрабатывать текущую веточку. Либо можно пропускать первую сделку, но входить только на хеджирующую позицию. То есть только на вот этот догон получается. Ну, как все привыкли называть догон, я называю это хеджем. Это более правильно с точки зрения, ну так скажем, на трейдерском сленге. Давайте ждем. Сделка закрывается у нас в плюс. В плюс, все, здесь уверенный плюсик, отлично. Отлично, вот по MACD отработал сделочку. То есть вы должны понимать, что здесь открываемся по флажочку на MACD. Всегда по флажочку, и вот здесь вот нажимаем на таймер, должно стоять у нас плюс M1. И автосмещение времени, вот так должно быть. Не M2, не 30 секунд, только M1. Флажком можно работать и с другим нашим ботом, Oracle. То есть вот, допустим, пришел сигнал у нас на 28 минуту, на следующую, на повышение. На повышение. То есть это два разных алгоритма работы. Бот по MACD работает, соответственно, по индикатору MACD, бот Oracle — это более сложный алгоритм. Как здесь отрабатывать сделочки? Видим вот такую текущую большую зеленую свечу, можно пропустить. Можно пропустить сигнал, потому что опасно. Можно пропустить только вот эту первую сделочку на 28 минуте, то есть через 11 секунд начнется как раз таки. Можно ее пропустить. Если первая сделка будет с крестиком, закрылась минус, можно попробовать как раз таки отработать по хеджу. Давайте я вот сейчас просто не вхожу в сделку и просто понаблюдаем за графиком. Почему наблюдаю? Опять же, потому что здесь просто было затяжное движение вверх, просто здесь может быть следующая свеча красная. Это очень опасно, несмотря на то, что бот, на самом деле, у нас там крутые алгоритмы устроены, которые мы месяцами разрабатывали. Бывают минусы, бывают. 100% предсказывать рынок невозможно. Если вам кто-то говорит, что у бота у какого-то проходимость там 90 и более процентов, или 100%, ну все, я бы такого человека в бан добавил, прямо, если я так скажу вам, просто меня баньте и все. Потому что невозможно в 100% случаях предсказывать рынок. Это нужно понимать вам, каждому. Вот видим, у нас сейчас немножечко график вот уходит вниз, на уровне точки входа он трется, и возможно сейчас закроет всех в минус, допустим. А я вот так, давайте, неудачно открылся. Хотел показать вам, как с флажком открыться на импульсе на несколько секунд. Но все равно открылся, видим, на импульсе точки входа открылся и ушли вверх. То есть хорошую ситуацию буквально на 7-секундную сделочку словил. Видим, очень хорошо закрылся. Сделка длилась всего 9 секунд. То есть вот так можно отрабатывать. То есть в последние секунды ловим импульс вниз. Главное за 10 секунд, хотя бы за 15 этот импульс ловить. И все, закрылись в плюс, просто удачно словил. Новый сигнал пришел у нас, допустим. Доходность, опять же, здесь была 90%, здесь 90%. Я рекомендую ходить в сделки, искать ситуацию на 90-92%. Можно искать 86%.
когда доходность по графику, ну, по активу 86%. Такое можно искать. В какие сделки также я иногда рекомендую не входить, когда вот мы имеем неопределенность на рынке, на графике. Свечи неопределенные, получаются у нас большие тени, тела относительно теней вот этих вот тела маленькие получаются. Здесь большие снова свечи, здесь большая тень. То есть график говорит вверх, можно отработать на свой страх и риск, и опять же, как я скажу, можно пропустить, вот допустим, первую сделку, просто вычеркиваем, пропускаем, и попробовать войти в хедж при условии, что график, вот как сейчас, уйдет куда-нибудь вниз, отсюда мы входим на повышение, то есть это будет хеджирующая позиция на повышение. И это один из вариантов отработки. Что делать, если ловим, допустим, крест, минус? Во-первых, что мы можем сделать? Во-первых, изначально нужно уже стараться анализировать график ситуации на рынке. Это первое. Второе, можно пробовать подтверждать какие-то сделки, например, там индикатором стохастик, MACD. Если, допустим, нам говорит бот на повышение, но при этом стохастик, допустим, находится здесь, MACD находится выше нулевой отметки, то есть выше, и находится где-то вот здесь вот, то, соответственно, а бот говорит вверх, то можно пропустить, потому что высокий уровень перепроданности у нас идет. Здесь нам бот говорит на повышение, давайте я на $300 откроюсь вот отсюда наверх. А почему это сделал? Потому что, как я говорил, первая сделочка вот она с крестом у нас, а я зашел на хедж. Это не значит, что 100% будет плюс, это лишь значит, что мы уже пропустили одну потенциальную минусовую сделку. И если хедж закроется в плюс, то мы вместе с ботом закроемся в плюс. То есть мы уже отбили, отфильтровали вот эту вот минусовую сделку. Вот, мы ее просто отфильтровали, получается. И получается, я в хедже вошел на новые свечки. Вот, то есть это один из вариантов отработки. Опять же, помним, что текущий график у нас имеет большие тени свечей, большие тела. То есть в любой момент он в любую сторону может развернуться. И нарисовать большую сюда вот свечу, например, красную он может нарисовать сюда свечу, с большой сюда тенью. А затем он может вообще в целом даже уйти и нарисовать здесь зеленую свечу. То есть резко за 1 секунду может такое действие произойти. Все, видим, здесь сделочка сейчас будет минусовая. Давайте дождемся какой-то новый сигнальчик. Я прям подберу что-то и отработаю его в плюс. Видим, по боту закрылся минус. Давайте out GPI. Как раз вот то, о чем я и говорил. Я здесь отработал хеджирующую позицию. В первую не входил. Получается, у меня всего один минус. Получается, если бы я входил в первую сделку, было бы 2 минуса. Все, это уже плохая ситуация. Поэтому сейчас вот, допустим, смотрим по out GPI. У нас достаточно хорошее здесь движение, но здесь было движение рост. Вверх, получается, росли мы. Дошли до уровня локального здесь поддержки, получается у нас. Точнее, сопротивления. Здесь новая поддержка. Можно отсюда попробовать вверх на $600 открыться. Доходность 88%. В мои правила это укладывается. То есть 86, 88, 90, 92%. Отсюда будем ходить на повышение, на новой свече. Опять же, вы можете для себя искать какие-то на демо-счете свои подходы. То есть на что-то обращать внимание, на что, допустим, не обратил бот. К примеру, что вот здесь за ситуация? Здесь, например, у нас была ситуация Харами нарисовала. Что такое Харами? Это медвежий паттерн, то есть когда идет у нас зеленая свеча, вот эта вот зеленая, а после нее рисуется вот такая красная свеча, находящаяся в теле вот этой зеленой свечи. Получается, вот она. Это у нас сигнал, по сути, на понижение, то есть паттерн. Но это не означает, что он может отработать, он может не отработать. Давайте $1200 просто готовлю на сделку. И будем вообще надеяться, что мы уйдем вверх. Опять же, если смотреть на индикаторы, то у нас MACD говорит на понижение. В целом такое движение боковое здесь небольшое идет. По стохастику мы идем в зону перепроданности. Поэтому в целом, пока что еще здесь смотрится, что график на повышение, что уже стохастик готовится на разворот. И вот видим в последнюю секунду. Ушли вверх в последние секунды и закрылись в плюс. Вот бывают такие рисковые ситуации. Бот тоже закрылся в плюс. Вступая в нашу команду, вы получаете, соответственно, 2 инструмента, это Oracle и MACD. Плюс сейчас мы работаем над новой версией бота Oracle. То есть у меня прямо сейчас разработчик, мой друг, сидит и тестирует все эти новые алгоритмы. Также по MACD небольшие переделочки здесь тоже будут, для того, чтобы было удобнее открываться. То есть, чтобы был запас времени. Просто элементарно, чтобы был запас времени для открытий. Вы получаете также обучение, то есть базовые какие-то обучающие материалы, советы. Все получаете от нас, общение с такими же трейдерами, как и вы, с такими же новичками, с большими профессионалами. То есть сам лично я там общаюсь, также помогаю всем партнерам. Получаете важные какие-то новости, плюс розыгрыши. Вот сейчас у нас розыгрыш проходит, допустим, 20 трейдерских ковриков разыгрываем. Закончится 7 числа, то есть до 7 числа 17-17 мы закончим данный розыгрыш и просто подарим 20 ковриков.
просто небольшие розыгрыши для наших партнеров. Все это вы получите у нас в команде. Мы растем постепенно, мы еще новая команда, мы молодая команда. У нас еще впереди, вообще все впереди, я уверен. Поэтому будем двигаться вместе. И двигаться с нами, или же как-то отдельно, или с другой командой, решать только вам. Никого не призываю, просто показываю, что вы получите. По боту видим, вот они были плюсик, здесь было 2 минусика, плюсики, плюсики, минусик. И вот это все вы видите у нас. То есть партнеры прямо сейчас отрабатывают сделочки, учатся на демо-счете. Опять же, всем говорю, распределяйте риск-менеджмент обязательно минимум на 6 сделок. То есть, если на депозите 10 тысяч долларов, то минимальное это $100 на сделку, не больше. Это я могу себе позволить где-то порисковать, потому что уже знаю, как, если что, отработать. В какой момент, какую ситуацию лучше отработать и постараться выйти в плюс. Плюс где-то я могу зафиксировать убыток и просто постепенно в другой момент отработаю. И все. А всем рекомендую по возможности начинать работу от 1% и ниже. То есть, если есть возможность на 0,25% начать минимальную сделочку, то лучше начните с минималки, чем будете рисковать сразу же. Опять же, обязательно начинаем с демо. Только с демо. У меня слитый демо, уже не прошу поддержку пополнить. Просто все, у меня демо на нуле, у меня есть реальный счет, у меня есть опыт, и я работаю. Если я что-то тестирую, я просто открываю сделочку на $1 и работаю с $1. Или там с 10 долларами. И все, для того, чтобы минимизировать свои риски. Даже я так делаю. Поэтому не гонитесь за большими успехами. Как я показывал в предыдущих роликах, свой челлендж по разгону от 5000 рублей до 1 миллиона рублей, даже больше у меня получилось за 4 дня. Так делать не надо. Так можно делать, когда вы уже вышли в плюс, вы уже в хороший плюс вышли, вы вывели свои деньги, вы уже прям на своем счету, на банковском видите эти деньги. Только после этого можно такие челленджи проводить. И поэтому я могу себе это позволить. Все. Вы учитесь потихонечку, делая 5-3% за один день. Если там где-то подвернется случай, 10% заработаете. Все, лучше пусть у вас будет плюс, и вы будете работать, соответственно, в плюс, закрывая свои сделочки, соответственно, и повышая свой депозит. Все, и выводя деньги. Это самое главное. Самое главное не потерять. Заработать миллионы шансов на рынке. А потерять можно одной сделкой, все. Просто неудачно открывшись на весь депозит. Я думаю, вы должны это понимать. Поэтому обязательно учимся на демо, затем только на реальный счет, на минимальную сумму. Все. Сначала учимся, потом работаем. Надеюсь, видео оказалось полезным для вас. Лайк, подписочка. Если вам не сложно, конечно, мне, как всегда, приятно. Увидимся в новом ролике. Всем пока-пока.